Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня мы с вами нарисуем еще один дизайн из серии «Зеленух». Если кто-то не видел предыдущий дизайн из этой серии, правда, рисовала я их на типсиках, но тем не менее, ссылочки на них я вам оставлю в описании. Как я уже говорила, в этом сезоне, летнем сезоне, очень модно, чтобы на белом фоне были зеленые какие-то листья. Причем листья могут быть совершенно разнообразные, совершенно какие-то пальмовые, не пальмовые, кактусы, не кактусы, то есть все, что зеленое на белом фоне, вот именно вот такое сочетание очень хорошо смотрится и в дизайне ногтей, и в принтах тканей, и очень много одежды создано с этими принтами, и много аксессуаров, которые используют это же цветовое сочетание, то есть это именно цветовое сочетание этого сезона. В общем, рисуем зеленухи на белом фоне. Для того, чтобы нарисовать такой дизайн, нам необходим в первую очередь белый фон. Поэтому прокладываем пальчики под дизайн белым цветом. На остальных пальчиках в данном случае мы решили нарисовать френч. Далее переходим непосредственно к росписи. Для создания зеленых листьев нам потребуется 3 оттенка зеленого. Средний зеленый, который у нас будет основным, темно-зеленый, который у нас пойдет в тени, и светло-зеленым, которым мы будем создавать световые блики. Делаем подмалевок наших листиков. В данном случае у нас такие себе пальмовые листья. Единственное, что не дырявые пальмовые листья, а, наверное, свеженькие, новенькие, целенькие. Потому что мы рисовали вообще эти пальмовые листья с чехла для телефона. Там были листья именно с дырками, какие-то коцаные. Коцаные листья на ногтях мы не захотели, нарисовали целенькие. После того, как мы просушили подмалевочек, мы переходим к прокладыванию теней. Тени мы кладем темно-зеленым оттенком, и в тенях у нас именно самое глубокое место листьев. Какое же место у листьев самое глубокое? Конечно же, то, откуда они растут. То есть всегда в цветах, в листьях те места, откуда они растут, являются самыми теневыми. В данном случае у нас это ствол нашего листа, ну и, соответственно, затеняем нижние части каждого лепесточка. Теперь переходим к свету. И светом мы выделяем самые светлые участки. Здесь, смотрите, свет у нас на листик падает неравномерно. С одной стороны листика его попадает больше, потому что листик повернут к источнику света. А вот в нижней части лепесточка света намного меньше, потому что там он бликует только на каких-то вывернутых частях нашего листа. А теперь переходим к прорисовочке. Как всегда, прорисовка решает все. Мы сделали цветные пятна зеленого цвета. Они мало похожи на листики. Вот теперь черной красочкой нам необходимо прорисовать так, чтобы у нас появились все-таки листья из этой зеленой каши. Смотрите, прорисовываем по граням наших лепесточков. Здесь практически по кругу, хотя все равно кое-какие места я оставила не прорисованными для того, чтобы не делать эффект детской разукрашки.
И после того, как перекрыли наши подмалевки, прорисовки финишем, хорошенечко его просушили, уже поверх финиша белой красочкой расставляем самые светлые акценты. А вот в акцентах мы совершенно не прорисовываем по кругу, а выставляем именно капельно, то есть выделяем какие-то самые светлые места наших листиков. Вот и готов наш дизайн ногтей. Вот вам для примера те коцаные листья, о которых я вам говорила в самом начале. Я считаю, что наши листики на ноготках получились даже красивее, чем на чехле у телефона. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.